Всем привет! Это канал Just Dub, канал про аниме с анонсами, топами и обзорами. Монтаж от Демнис, озвучка и текст от Метка. А это пересказ первого сезона аниме «Я стою на миллионе трупов» за 10 минут. «Я стою на миллионе трупов» аниме из жанра иссякай. Если же по названию вы подумали, что в аниме присутствуют множественные сцены боев, то спешим вас заверить, что это не так. А название отражает лишь метафору главного героя, о которой мы поговорим в конце. Начинается все довольно стандартно. Нежданно-негаданно главный герой по имени Юсуки Яцуя из учебного класса попадает в неизвестный мир. Там же он видит двух своих одноклассниц в чудных прикидах, а появившаяся из ниоткуда моделька человека без половины головы сообщает, что пора пришла выбрать класс. И молодому человеку попадается фермер. Ничего не объяснив, моделька выдает задание – выполнить квест старосты деревни, после чего исчезает. Одноклассница же объясняет, что к чему. Блондинка по имени Синда рассказывает, что была первой, кто сюда попал. Ее класс – маг, ее заданием было убить одного гоблина, после чего она смогла вернуться в нормальный мир. Через какое-то время ей сообщили, что ей нужно подружиться с Кусуи Хаказаки, которая стала вторым игроком и получила класс мечника. С этим они узнали новое правило игры, что если один из игроков умирает, то он может воскреснуть через определенное количество времени. Но если все игроки умрут здесь, то умрут и в реальности. Также девушки рассказывают, что от прошлых похождений и битв могут остаться специальные метки, которые можно просмотреть, но только один раз. Компания решает идти в ближайшую деревню. Отметим, что все задания не будут иметь четкой цели, а потому персонажам нужно будет проявлять смекалку, чтобы каждый раз успешно справляться с поставленными задачами. Остановившись на ночлег, главный герой отходит на некоторое время, а когда возвращается, видит гигантское чудище, которое успевает откусить голову Синда. Тело Хакадзаки же наполовину сожжено, и у нее отсутствует одна из рук. Понимая, что Синда спасти уже нельзя, Йоцуя хватает новую знакомую за оставшуюся руку и убегает. Уже утром регенерированная Хакадзаки показывает, что рука у нее так и не отросла, поскольку ее съел тролль. Парочка все же решает дойти до деревни. Там их встречают приветливо, обращаясь к ним как к героям, видимо потому что обычные люди сразу могут распознать, кто не из их мира. Оставив Хакадзаки в безопасности, Йоцуя уходит в лес, чтобы прокачать свой уровень. К вечеру он почти набирает 10-й, когда видит уведомление о том, что Хакадзаки умерла. Озадаченный герой спешно возвращается в деревню и видит, что на нее напал тот самый монстр, который съел Синда, а его напарница умерла, защищая от него ребенка. Он также узнал из метки, что в настоящем мире у девушки проблемы со здоровьем, а потому она не может заниматься физическими нагрузками, поэтому в этом мире, где она не такая бесполезная, она будет обязательно защищать всех, кто в этом нуждается. Монстр тем временем нападает и на самого Йоцую, и парню приходится уносить ноги. В своем побеге главный герой замечает, что неуклюжий монстр передвигается прыжками, а потому от него можно успешно уворачиваться. Он также успевает убить последнего гоблина, чтобы повысить свой уровень. А потому время замедляется, а моделька начинает снова крутить колесо класса. Йоцуя опять выпадает очень редкий класс – повар, однако у этого есть и свои преимущества. Теперь парень видит, где нужно разрезать, чтобы задеть желудок с остатками своих напарниц. Уже втроем они одолевают монстра, что и оказывается квестом старосты. В конце каждого квеста новый игрок может задать вопрос. Первым вопросом было «Почему они?», на что был получен ответ, что их выбрали. Второй вопрос «Кто вы?». Моделька ответил, что он из будущего. Йоцуя же спрашивает, что будет, когда они закончат все 10 квестов, на что им показывают ужасные кадры, как на реальный мир происходит облава монстров. Попав в реальный мир, Йоцуя даже немного расстраивается, однако через пару недель ему приходит СМС, что он должен пойти в школу. Придя на условленное место, он видит девушку, над которой издеваются одноклассницы. Прогнав их, он проводит девушку до дома, ее зовут Юки Такикаки. А СМС дополнительно сообщает, что каждый новый игрок повышает вероятность победы в следующем квесте. И вот настало время перенестись в другой мир. Юки получает класс мага огня, а заданием является отвести посылку в Радедорба, а также исследовать определенный процент карты. Причем воскрешение с каждым новым игроком имеет все больший откат. Герои начинают с того, что пытаются добраться до ближайшего города. Однако их на пути встречают разбойники. Тут они узнают и новое правило – нельзя нападать на людей. За такое снимаются очки опыта. Не в силах ничего сделать, герои отступают, но Синда берут в плен. Юки, Хакадзаки и Йоцуя решают разделиться. Парень решает направиться в город, чтобы узнать, где Радедорба, и взять лошадей, если потребуется, а девушки идут на спасение своей новой подруги. К сожалению, у них не выходит, и их тоже берут в плен.
Йоцуя же по пути снова повышает свой уровень, теперь он еще и заклинатель существ, и узнает, что Радодорба – это город, располагающийся в соседнем государстве. Туда около 3 дней езды на лошадях, что впритык к их сроку завершения квеста. Он даже пытается участвовать в соревновании, чтобы достать лошадей, но терпит поражение от рыцаря Кахавль. Девушка сообщает, что готова одолжить лошадей, и если они возьмут ее с собой. Йоцуя соглашается и выдает месторасположение разбойников. Тогда рыцари отправляются в засаду вместе с главным героем и побеждают, освобождая девушек. Теперь их путь лежит в Радодорбу. Кахавль также просит обучать их, поскольку ей нравится сражение, а об увечьях, нанесенных героям, не нужно волноваться, ведь они могут даже воскреснуть. По пути они встречают путников, на которых напали монстры. Группа решает помочь, поскольку считает, что этот квест сюжетный. Уничтожив монстров, они узнают, что путники везут еретиков в Радодорбу, где совершится их казнь. Путники просят присоединиться к ним, думая, что еретики могут быть той самой посылкой, о которой говорилось в квесте. Вечером на привале путники рассказывают о религиозном расколе в своем государстве. Компании не нравится, что людей просто за другую веру собираются казнить, так что они принимают решение спасти еретиков. К сожалению, путники все понимают, поэтому заводят компанию в пещеру с различными ловушками, уверяя, что это короткий путь, и запирают их там. Компания не унывает и пытается выбраться. Йоцуя падает в пропасть в самом начале пути и воскресает в самом низу. Это отрывает его от основной группы. Оставшаяся же часть преодолевает ловушки и сталкивается с монстром Гаргульей у самого выхода из подземелья. Кахавль пытается дать ему отпор, но терпит неудачу. Ее тело монстр отбрасывает в озеро под платформой. Синда пытается не дать монстру подойти к своим друзьям и случайно убивает летучую мышь. Это поднимает наконец ее уровень до 10-го, а время останавливается и происходит выбор ее нового класса. Это оказывается мечник. И приобретя полезное оружие, девушка вступает в бой с Гаргульей. Благодаря усердным тренировкам с Кахавль, Синде удается победить его. К этому моменту поспевает Йоцуя, который выкарабкался из своей ловушки. С помощью магии заклинателя существ ему удается передать магическую энергию из крови Гаргульи, выловленной из воды Кахавль. Через несколько дней рыцарь приходит в себя и находит измотанного использованием магии Йоцуя, который также не приходил в себя. Пока никто не видит, рыцарь целует героя в знак благодарности за спасение. Когда Йоцуя очухивается, начинается разработка плана по освобождению еретиков. Времени до окончания квеста остается мало, поэтому было принято решение разделиться. Синда и Хакадзаки должны будут пойти другим путем в Радодорбу, пытаясь найти какого-нибудь купца с товарами, чтобы квест по доставке посылки мог засчитаться. Йоцуя, Кахавль и Юки пойдут спасать еретиков. Юки приходит к предавшим их путникам и говорит, что может выдать им Йоцуя, с которым у нее случались разногласия. 2 из 3 клюют на такое предложение и уходят за ней. Когда путники вскрывают обман, то спешат вернуться назад. Там их ждет главный герой, который сжигает их повозку и груз вместе с их товарищем, а сам с Юки уезжает на лошади прочь. С оставшимися путниками расправляется Кахавль. Троица добирается до нужного города, отдав еретиков в церковь, где о них смогут позаботиться, а местные стражи сдав головы 3 путников. Синда и Хакадзаки также приезжают в город с купцом и встречаются со второй половиной группы. Из квестов остается только исследование карт. Ребята разбредаются в разные стороны, чтобы ускорить процесс исследования. Однако начинается снежный буран, который затрудняет движение. Через полдня, когда времени уже почти не остается, почти все герои ужасно замерзли, и некоторые даже погибли от холода. В живых остается только Юки, которая борется до последнего, а в последние секунды встречает волшебницу на величественном тигре. Она с девушкой быстро преодолевают большие расстояния, и квест успевает выполниться до окончания времени. Свой вопрос девушка тратит на то, чтобы узнать, виртуальный ли это мир, на что получает отрицательный ответ. Этот мир параллельный, который отсоединился от развития событий, как в их мире миллиарды лет назад. А значит, все люди, убитые Йоцуей, настоящие. В последней серии мастер, приобретя образ маленькой девочки, пытается в реальном мире добиться ответа, что Йоцуя почувствовал, когда убил человека. Главный герой отвечает, что жалеет об этом. Мастер удивляется и ведет его знакомиться с новым игроком. Это парень по имени Тори, который пытается совершить нападение на человека вместе со своим младшим братом. Йоцуя останавливает их и предупреждает, чтобы они бежали. В то же время приезжает полиция. Вечером мастер снова пытается узнать о чувствах Йоцую, и тот заявляет, что в целом он ненавидит людей. Хотя осознание убийства приводило его в ужас поначалу, теперь ему не так плохо, и он готов бороться только за справедливость, в которую сам верит.
и помогает он другим игрокам лишь бы за тем, чтобы выжить. Вот и все. Если хотите пересказ второго сезона этого аниме, то дайте нам знать об этом в комментариях. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Увидимся в следующую субботу. Всем пока!